Не то, что ну, сочувствуем вам, реально. Потому что, зная вас как талантливого тренера, заслуженного тренера Украины, мы знаем, что вы хотите сделать классную команду. Пока что мы видим, команда разрозненная. И не хватает игроков. Если вдруг удалят кого-то за 5 фолов, неким заменить. Скляр, понятно, это не то. Вот видите, даже журналист, который первый раз в этом сезоне пришел на баскетбол. Второй раз. И то скрыл очень быстро проблемы нашей команды. Спасибо, Сережа. Конечно, я очень расстроен и подавлен, и хотелось бы даже при плохой игре выиграть какую-то одну игру, но первое, что нам не хватает, это украинцы, вы правильно сказали, это вот в этом заключается моя ошибка предсезонная. Я считал, что Яйло, Корочкин и Елевич в ротации сумеют закрыть позицию украинцев. Но я ошибся, да. Сегодня украинские игроки проиграли 22-12. Геверли проиграли еще больше, 25-7. И так в каждой игре, Украинцы проигрывают все игры свои. Что можно отыгрывать? Сегодня 10 школ предел. Спасибо Лене, что он еще играет так, как играл сегодня. Кора не сыграл, Елевич не играет. Елевич не сыграет. Елевич не сыграет. Я не жду от него, что он еще в этом сезоне сыграет. Более того, я уже ему ищу замену. И мы ищем еще не только замену, мы ищем добавление, потому что просто не хватает обычного ротацию. Пока люди были свежие, мы лидировали сегодня, да, и потом просто люди устали, да, все за исключением одного человека, который себя берет и не знаю куда, это Рудни Грин. Он воспитывает меня, он воспитывает команду, потому что когда я говорю, что играй на команду, вот я сыграл на команду. Да? Вот. Ну, если он будет продолжать воспитывать, то, естественно, мы его пошлем назад в Соединенные Штаты, а дальше будем разбираться с его контрактом и все остальное. Потому что такое отношение меня не устраивает. Я ценю Колмана не за то, что он забил сегодня 24 очка, а за то, что он ответственный человек и переживающий. Да? Хантер почти плакал, потому что он очень расстроился. И только один человек радовался, и тогда я ему рассказывал, что я вышел, родная игра выходит веселый и счастливый. Или мы его поставим в общий строй, или мы его отправим. Уже уехал великий Олман из Черкас, да, и Готен. С этим мы тем более разберемся. Вот. Но есть проблемы. Конечно, не на это я рассчитывал из этих 3 домашних игр. И сегодня Деверла сегодня Запорожье просто вынесла Донецк дома, и я с большой долей даже не знаю, сказать, страха, я еду туда, в таком виде команды, и наоборот, какая-то еще хорошая результат, особенно дома Запорожья. Значит, будем использовать игру для того, чтобы причесывать. Елевич серьезно что-то заболел или просто... Его накрыли в той игре, и с этого момента он не тренируется, у него спина болит. Он может поболеть, как это можно рассчитывать? Украинцы же все разобраны. Будем брать плохих, но бьющихся. Ну же есть плохие. Ну, не будем обижать никого, но Скляр же не тянет. Скляр не тянет силу своего возраста. Силу тоже отсутствия опыта не тянет. Вот мы коснулись этих двух людей, да? Вот мы отправили Майорова. Да? Кто только меня не бросил камень? Тут никого нет. Да? Но если человек не хочет работать, если человека привезли сюда, дали ему шанс, подписали его, а он ни разу не зашел за 2 месяца в тренажерный зал, то есть он ни разу не остановился на шутинг-практике. Да? Когда идет двухсторонние игры, они сидят, они в конце тренировки выходят свежие и отдохнувшие. И когда им говорят, идите в зал, они говорят, так нам домой надо. Понимаете? Я не могу от Скляра добиться простых вещей. Я ему говорю, подожди, завтра я тебя отчислю. Твоя семья останется без средств к жизни. Иди и работай. Он поворачивает руку. Понимаете? Не случайно эти люди остались свободными на рынке летом. Не случайно. Ануфриев не остался на рынке летом. Даже Сельковский не остался. Даже Сельковский не остался. Правильно ты говоришь? Поэтому
Нам нужно было хоть что-то брать. Спасибо этим людям, что сидят сегодня в ложе, да, в вип-ложе, что они поставили, еще и спасли команду, да, летом могли быть без команды. Потом, правда, хорошая подписная кампания, как мне казалось, вселила надежду, что можем достаточно высоко подняться. Но тут говорю, что перенадеялся на украинцев. И может быть это не только их имена, они такие, они стараются, но это их предел. Владимир Ильич, ну сегодня понятно, что... Поэтому, если через неделю вы узнаете, что еще поехали молодые из Николаева, не удивляйтесь. Не удивились. Владимир Ильич, вот понятно было, что Болт сыграл свою игру максимально собрано уже в третьей-четвертой четверти. В первой, второй четверти его серьезно крыли. С ним персонально работали за счет фолов, за счет всего. И не давали играть. Неужели нельзя было как-то вам... Да уже Скляр, он же как бы игрок, который должен был как-то... Ну я понимаю, что может не такой быстрый иногда. Как надо было Болта, он же один какие-то мгновения взял и практически сломал нашу игру. Да, Сережа, ты правильно что говоришь, и правильно оценишь, абсолютно. Я с тобой согласен, и это точно так же видел. Было бы еще один-два человека, был бы еще Бузский хотя бы украинский, да? Еще хотя бы Бузский, кого можно было разменять с Воном. Пока Вон был свежий, пока был свежий Кора, они справлялись. Как только эти люди подсели, все, Бог нас разорвал. Вот нам не хватило то, зачем на Жутиса нельзя? Потому что на Жутису еще более необходим был Буцкий или кто-то, кто может выйти после него поработать. Сохранили Буцкого летом, был бы здесь на Жутис гарантирован. Потому что это еще третья проблема. Сказали, не хватает украинцев. Не так ожидаемо играет Грин команда. И еще есть проблема, что это полностью новая команда. Мы строим команду, да? Ну, на сегодняшний момент мы только начали строить, да? Сколько вы там не улыбайтесь на эту тему. Из позапрошлого сезона, прошлый, сколько игроков перешло? Кто угадает с первого раза? 7. Мало. 8 тоже мало. Правильно, ответ 9. Я не говорю, что играющий, да? Но Наренко, который в 12 тренировался, которому не нужно было на лицевой линии объяснять, какой мы сейчас эксерсайз делаем. Вместе с Наренко. Наренко был 9. А то, кого мы не посчитали, что мы не посчитали Вальки. Вальки уже перешел из сезона в сезон. Ну, потом уехал. Но в предсезонку и все, команда просто дорабатывала те моменты, которые мы получили в предыдущем сезоне. 9 человек. То есть команда, которая в прошлом году заняла 5 место, была построена позапрошлом году. Может быть, еще немножко раньше. Вот поэтому, а в этом году у нас осталось практически 2. Если Кору можно считать, можно не считать, какие принципы подсчета, да, если Корочкина считает, что он прошлый сезон практически не играл, то считай с нуля, что он эту тактику не знает. Остался Велевич, который абсолютно не был востребован на рынке, и остался Леня, у которого был силу возраста. Все. Даже Сильковский был востребован в этом году. Поэтому мы не снимаем с себя задачи попасть в 8 и будем биться до последнего. Я это вам обещаю, гарантирую. И кто из команды не будет этим заниматься, значит не будет команды. Но параллельно я хочу, чтобы мы вот это все-таки начали строить для команды следующего года и следующего. Поэтому играет столько Вова. Мы задавали вопрос Журавлеву. На уровне Суперлиги сегодняшней. Потому что вы так классно начали. 2 игры выиграли еще у Донецка, это была сенсация тура наверняка. Да. Но вот сейчас что-то непонятное. И получается, что Днепр выиграл 3 игры. Ну, будем говорить без обиды, вынес нас на нашей площадке. Да. Публично. И теперь непонятно, что уровень Суперлиги. Что вообще происходит? Что? Какие команды? Для меня все очевидно. Уровень Суперлиги выше, чем в прошлом году. Да? Одна из причин, почему Дэн не показывает результата, да, он играет на уровне позапрошлого года, но в прошлом году был прогресс, и в этом году еще больше прогресс в Суперлиге. Вот. Суперлига выросла. Да, с Донецком. Донецк сегодня вынесли 22 очка, по ходу было 30. Разве можно было в прошлом году представить Донецк, проигрывающий больше 10 очков? 30, походу, был. Донецк во второй 5 минутке вымучил игру Днепроразводки. То есть сегодня становится ясно,
что победа над Донецком на выезде, она в плане эмоционального практически обесценена. Потому что Донецк так же плохо выиграет в начале сезона, как и мы. Поэтому там выиграла Равелла, поэтому там выиграли мы, поэтому Запорожье выиграло без проблем, а Днепродзор отдал свою игру практически. Вот поэтому все закономерно. И первую игру мы выиграли, если вы помните, в тот момент, когда посадил Роднина, команда, счет был ровный. Валентин Борисович, ну за счет чего все-таки вы думаете усилить игру команды? За счет перевоспитания игроков или за счет поиска новых? И того и другого. Я же уже как бы начал отвечать и даже ответил. Поиска новых украинцев или иностранцев? Это разные вопросы. Ну, кадровый вопрос. Разные вопросы. Потому что украинцев я никого сегодня, там, скажем, корочки его менять не хочу. Мне нужно еще хотя бы 2 украинца, а лучше 3. Да, в прошлом году Сельковский был 10-й. Бузький, Ануфриев, Яйло, Елевич, Корочкин и Сельковский. А сегодня 3 нету. И из этих 3, из 6 спросить, лучше уехали или оставить. Да, Елевич так себя ведет, что я не хочу с ним работать. Просто не хочу работать с этим человеком. А что ему надо, собственно? Что ему надо? Находится в команде. Получает оклад. Временами играет неплохо, получает деньги в конце концов. Образно говоря, с голода не Я умирает. приведу Что в ему надо? следующий раз на пресс-конференцию, спросишь ему, что ему надо. Я его выгнал в перерыве игры Николаев Одесса на турнире в Одессе. Я его выгонял со скамейки в Донецк. Спросите его, почему я его выгонял, за что я его выгонял. Вот. Поэтому ищем украинцев. Но украинцев на рынке, таких способных просто себя, наверное, усилить, нет. Или мало. Или они хотят хотя бы непомерно. Но я же говорю, что я же хочу кого-то взять так, чтобы на завтра. Чтобы я человека не просто полгода учил, а потом вышел. Ну, учил, не в смысле баскетбола, понимание, видение свое. Что касается иностранцев, у меня, по большому счету, к 3 иностранцам претензий нет. Кома, Хантер и Маки. И есть претензии к Донатиону. Сегодня меньше, потому что провелась работа. И огромные претензии к Грину. Огромные. Ну, не только не последний. с первого номера Кому? через него, наверное, Тяжелее. первого номера. Тяжелее. Тяжелее. Но если бы он сыграл такую игру, как сегодня, с Львова и с Гаверлой, поверьте, только этого достаточно было, чтобы победить. Только этого было достаточно. Потому что нас разрывали задние игроки. Ну а насчет шансов Кушнирова, Шунделя, они как бы... Но они реально не готовы сегодня к этому. Реально не готовы. Если вы хотите, чтобы мы попали в 8, то мы с этим не будем. Поставлять, да, но сегодня Шундель получил травму. Ну, вот эти рекламы, что в центре Суперлиги, да, они сделаны из какого-то некачественного материала. Сегодня в основной игре на них расписнулся Томас. Ну, это если такие люди будут получать травмы. А Толя просто поехала нога, и он сел на шпагат и растяжение паты. Это на паркете? На паркете реклама Суперлиги. Скользкий материал, мы уже говорили об этом в Суперлиге. Валентин Борисович, но учитывая то, что наши ребята молодые, они, к сожалению, не подходят на 100% в нашей команде, ну, понятно, по этим причинам, но вопрос немножко не от супериговски, а зачем тогда работает такая сумасшедшая школа, которая занимает первые места на Украине в боге боев, по своим возрастам 1-3 места. Я просто об этом слышу. Чья это школа 1-3 места? Ну, призовые места не доводят. Последнее призовое место Ну, пару лет назад. 88-й год рождения, а сейчас играет 95, то есть 7 лет назад последний. Не все так, но это вопрос не ко мне, это вопрос к директору школы, но там тоже не все просто, что... Ваш помощник. Да, что он вам так просто ответит. Но я вам хочу сказать, что
Дубль – это то, что между школой и командой. На сегодняшний день играют очень хорошо, я доволен этим. Да, они сегодня проиграли. Первую половину выиграли у Днепра, а потом проиграли очков 20. Или по 20 по ходу проигрывают. Но они сегодня находятся на втором-четвертом месте. Да? Им поставлена задача попасть в четверку, и я думаю, что они с этой задачей справятся. То есть более отдаленная смена там есть, но никто из них не готов сегодня в Суперлиге сражаться с Буртом, Хаусом, Томасом. Сегодня да, а прежние годы, может, тот же Гладырь появился, да? Да. Почему только один Гладырь? Почему не было, Серьковский? Вообще. Шепель сейчас играет. Вы сейчас сами ищете украинцев, почему? Шепель играет в Черкасах, Горбенко играет в Днепроазове. Но не у нас. Понятно. Вот. Ну там лучше платили, когда они уехали туда. Ну, Я считаю, что Ревзин тоже считает нашу штуку. Наш оболтался никому не нужен был. Мы нашли ему место, он заиграл. Но Львов платил больше, он уехал, это естественный закон. Вчера задавлено, по-моему, нет? Или не то. Какова была реакция президента клуба Николая Жука на сегодняшний? Конечно, он очень недоволен. Он очень недоволен. В чем это выражалось? Выражалось, что примите кардинальные меры? Или, ну, Вы знаете, где можно найти Николая Жука, задать вопросы, и он вам ответит на них. Я думаю, что с большим удовольствием, потому что он очень переживает, и он очень активно участвует в жизни клуба. И я вам скажу, что хотя вроде как он, человек был назначенный сюда, он очень загорелся этим делом, и переживает. Я, например, очень доволен, я очень опасался, что это будет формально. Человек переживает за то, что ему поручили. Не потому, что ему поручили вышестоящее, а потому что он прикипел уже, начал прикипать к этому. и то, что не было Андрея Владимировича Черепанова на сегодняшний день. Обычно что из России. Его не было и на прошлой игре. На прошлом месте было. Вы сказали, что на второй. Я футбол комментировал тоже, ну это такое дело. Манчестер. У нас же параллельно теперь футбол и баскетбол, у нас же параллельно. Нам, кстати, не хватает комментатора на баскетбол. Кстати, между прочим, я вам скажу, что наши сегодня проиграли 3-0, к сожалению, футболисты. Параллельно. Спасибо большое футболистам, на их фоне мы еще ничего Нет, жалко, это обидно. Это называется черный день Николаевского спорта. Нет, ни в коем случае. Поймите, если бы помощь пришла на 10 дней раньше или на месяц раньше, сейчас была бы совершенно другая ситуация. Но она могла вообще же не прийти. Ну не дождался Буцкий, не дождался Фануфриев. Был бы Буцкий, был бы Ануфриев, была совершенно другая атмосфера в команде. Посадили бы этого Гарина на последнее место на лавочке и ждал бы он своего часа. Никто же не кидает камень в огород Николая Петровича Крылова и Коля Жука. Они молодцы, что они вытащили команду, когда сказал, что она будет, образно говоря, стерта. Но она в коме. Это здорово. Она в коме, она не умерла, она в коме. Мы ее выведем из комы. Я вам верю, потому что вы профессионал. Супер. Что за говорите? Спасибо. Нельзя прислушаться тренеру Украины. Это легко сегодня легко. Я свою ошибку, я думаю, что у вас уже выключено, потому что я уже устал повторять достаточно. Ради бога, я формально говорю. Я перенадеялся на Корочкина, его Леня постарел еще на год, да, не на 5% своей деятельности, а на 20%. Да, постарел больше, чем на 1 год. Корот тоже не тот, но если описать, если бы Корот не был. Кора сыграл в Ленинске, выиграли. Кора сыграл с Днепроазовым, выиграли. Кора сегодня 2 очка. И в нужный момент чистой ситуации бросили без шансов. Скажи, что ты думаешь? Тише. Пожалуйста. Но, Ольга Юрьевич, такой вопрос, вот сейчас смотрим второй раз, третий, на игре Вандермата. Да. Такого не было в истории баскетбола, по крайней мере, уже лет 15. Ни один из Нет, Садыков был перед выборами. Он в баскетболе не был. Ну, был какой-то у вас разговор? Небольшой разговор сегодня перед игрой был. Ну, не приходил он в команду? Нет, мы как раз туда растягивались и встретились
Он пришел куда-то раздеваться, он снимал верхнюю одежду. И он четко сказал, что, ребята, надо стараться выиграть каждый год, но главное вернуть то, что было утеряно летом, да, чтобы у нас была боеспособная команда надолго. Что? Боеспособная команда, чтобы была надолго. Вот, конечно, за мои, ну скажем так, за всю украинскую историю николаевского баскетбола, это первый случай, что губернатор пришел в Урал. Более того, вообще пришел на игру чемпионата. Алексей Николаевич, который нам помогал, он был только один раз на игре с спартакиадой и все. Садыков были видели, в каких обстоятельствах был. Подписал еще бумагу. Да. Вот поэтому для меня это сигнал положительный, что нам не просто там кинули деньги, чтобы мы не умерли, а нами занимаются. Вот. И многими вопросами тоже параллельно занимаются не только вопросами чисто командными, а повышение популярности баскетбола в городе и области, среди школьников, среди сельских детей. Это тоже политика. Это все вернется в баскетбол положительно. Ну хорошо, как бы областная власть сейчас перехватила инициативу по поддержке баскетбола, да, ну, городская власть. Некорректно. Ну, Перехватила это когда... Ну, да, но городская власть как отношения остались, там все-таки это городская же коммунальная собственность, зал, да, и Да, но опять же, мне некорректно на эти вопросы отвечать, во-первых, это не мои компетенции. Да, во-вторых, они политические темы. Одна партия. Да. Вот, поэтому я не слышал.